Знаменитости такие же люди, как и мы, однако даже малейшая оплошность в таких случаях придается громкой огласке, не говоря уже о проблемах с законом. Имена тех, о чьих поступках все-таки узнал свет. Александр Емельяненко. В 2015 году он попал в тюрьму за изнасилование домработницы. Бойца смешанных единоборств приговорили к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей. Из назначенного срока спортсмен отсидел всего 1,5 года и вышел по УДО. Впоследствии Емельяненко еще дважды оказывался за решеткой, правда лишь на несколько дней, за нарушение ПДД и пьяный дебош. Игорь Петренко. В начале 90-х 15-летний Игорь был арестован за соучастие в убийстве. По словам актера, он стал соучастником смертельной потасовки, выручая друга. Расследование длилось около 5 лет, и в 1997 году Петренко был приговорен к 8 годам заключения. Почти год будущий актер провел в матросской тишине, еще 1,5 в психиатрической клинике. Оставшийся срок по этому делу перевели в условный, поэтому актер смог продолжить обучение в театральном институте. Любовь Успенская. В местах не столь отдаленных Любовь Успенская успела побывать трижды. В первый раз за решеткой она оказалась еще во времена Советского Союза, пытаясь покинуть страну. По словам певицы, преследования Комитета государственной безопасности обернулись для нее арестом на 15 суток. Второй раз Любовь Успенская попалась уже в Америке, нарушив правила дорожного движения. Об этих случаях певица рассказывает без стеснения, однако о причинах еще одного заключения, произошедшего уже в России, Любовь предпочитает не распространяться. Александр Кокорин. В октябре 2018 года футболист Александр Кокорин вместе с коллегой Павлом Мамаевым стал участником масштабной драки в московской кофейне, которая поставила под угрозу его карьеру. Футболисты устроили пьяную потасовку с чиновниками, а в одного из них даже запустили стулом. Свой 28-й день рождения спортсмен встретил в следственном изоляторе, а затем отбыл срок в Белгородской области. В сентябре 2019 года футболист вышел из колонии по УДО. Владимир Долинский. В 1973 году актер, известный по фильму «Тот самый Мюнхгаузен» и сериалу «Кабачок 13 стульев», как и многие в то время, был увлечен в махинациях с валютой. Долинского приговорили к 5 годам лишения свободы, но выпустили на год раньше, в 1977 году, благодаря коллегам из театра сатиры. Наталья Бочкарева. В сентябре 2019 года звезда сериала «Счастливы вместе» была задержана за хранение кокаина. Свою вину Наталья Бочкарева признала частично, после чего суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Быстрое прекращение уголовного дела суд обосновал тем, что актриса переводила деньги в один из благотворительных фондов и тем самым загладила вину. Леонид Якубович, известный телевизионный ведущий, в 2001 году стал участником ДТП. Находясь за рулем своего автомобиля Hyundai, 19 августа на Волоколамском шоссе он совершил наезд на пешехода, который скончался на месте. В результате расследования погибший 30-летний гражданин Киргизии и был признан виновником происшествия. Константин Меладзе, композитор, на своем автомобиле марки Lexus в декабре 2012 года на пешеходном переходе неподалеку от остановки Пятихатки на трассе Киев-Обухов насмерть сбил Анну Пищало, 30-летнюю мать 2 детей, 5 и 2 лет. Никаких следов алкоголя или наркотических веществ в крови Меладзе обнаружено не было, а сам продюсер пытался оказать пострадавшей первую помощь. Вызвал представителей правопорядка и оставался на месте происшествия до прибытия медиков и полиции. Кроме того, Константин Шотович взял на себя обязанность содержать детей погибшей до их совершеннолетия. Расследование завершилось в конце июля 2013 года, и по его итогам вина Константина Меладзе доказана не была, а уголовное дело закрыто. Филипп Киркоров.
Исполнитель неоднократно оказывался в центре скандалов. К примеру, в 2002 году он избил юного статиста, позволившего себе, как показалось Киркорову, неуважительный выкрик в его адрес. В 2004 году певец оскорбил и обматерил журналистку Ирину Араян, за что выплатил штраф в 60 тысяч рублей. В 2010 году в отношении Филиппа Киркорова было возбуждено уголовное дело за оскорбление и нанесение легких телесных повреждений по заявлению Марины Яблоковой, помощника главного режиссера «Золотого граммофона». Позже стороны заключили мировое соглашение, и дело было закрыто. В 2004 году во время концерта в США Филипп Киркоров, спускаясь со сцены в зрительный зал, толкнул пожилого охранника, в результате чего тот упал и потерял сознание от удара о бетонный пол. Спустя время пострадавший скончался, а на исполнителя подали в суд родственники погибшего, обвиняя его в убийстве. Следствие продлилось почти 6 лет, а оправдал Киркорова суд присяжных, признав его невиновным с перевесом всего в 2 голоса – 51 против 49. Эдвард Радзинский, известный писатель и телеведущий, в 2011 году в Подмосковье попал в ДТП, выехав на встречную полосу. В автомобиле, с которым произошло столкновение, погибла Мария Куликова, которой было 24 года. После происшествия супруга Радзинского заявила, что ее муж перенес инфаркт и был госпитализирован. После выписки писатель не приходил на допросы в полицию, ссылаясь на плохое самочувствие и вместе с тем появляясь в публичных местах. Родственники погибшей девушки утверждали, что писатель намеренно затягивал следствие, которое продлилось больше 3 лет. С Радзинского в какой-то момент были сняты все обвинения, а после поданной родными Марии Куликовой апелляции экспертиза установила его вину. Но дело все же было закрыто по амнистии в 2014 году, а писатель отделался возмещением морального вреда в 2 миллиона рублей отцу погибшей девушки. Валерий Николаев, звезда фильма «День рождения буржуя». В течение 2016 года он неоднократно нарушал правила дорожного движения, скрывался от полицейских, сбегал из зала суда и даже совершил наезд на страже порядка в ответ на требование предъявить документы. Актера дважды лишали прав, вызывали в суд и на допросы, куда он чаще всего не являлся. Он отбыл 15 суток ареста, а после освобождения он публично принес извинения за свое недостойное поведение, раскаявшись в содеянном. В своем обращении Валерий Николаев признался, что он обратился за помощью к специалистам, которые помогают ему обрести психологическую и эмоциональную стабильность. Алена Долецкая. Биография известной журналистки похожа на глянцевый журнал, но о неприглядной странице своей биографии бывший главный редактор журнала «Вока России» предпочитает молчать. Дело в том, что еще в студенческие годы она совершила наезд на пешехода, в результате чего погибла женщина. Сама Алена Долецкая получила 3 года условно. Певец Витас. Исполнитель неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2013 году он совершил наезд на велосипедистку, после чего оскорблял полицейских и даже набрасывался на них с кулаками. При этом в отделении полиции он сам сдал пистолет Макарова. Так как пострадавшей были нанесены легкие ушибы, отделался певец лишением водительских прав и штрафом в 100 тысяч рублей. Впрочем, его и до этого уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В 2018 году Витас, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из стартового пистолета во дворе собственного дома. Затем оказывал сопротивление при задержании. Получил 7 суток ареста и штраф в 500 рублей. Сергей Доренко, телеведущий и журналист, привлекался к ответственности за хулиганство в 2001 году. Доренко на мотоцикле совершил наезд на капитана 1-го ранга, служащего в Генштабе ВМФ России.
Дело было громким, а в адрес ведущего звучали даже обвинения в попытке убийства, затем в хулиганстве с применением оружия. Спасло журналиста вмешательство высокопоставленного чиновника из администрации президента, но 4 года условно ему все же дали. Петр Коршунков, звезда фильма «ДМБ», был осужден на 2 года условно за сбыт наркотиков. При этом пойман Петр Коршунков был с поличным во время сделки. Столь мягкое наказание объяснялось искренним раскаянием актера, его сотрудничеством со следствием, положительными характеристиками с места работы и ходатайством коллег о смягчении наказания. Василий Лыкшин, молодой актер, известный по фильму «Сволочи» и сериалу «Громовы», воспитывался в детском доме, так как его родители лишили родительских прав. Он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних из-за мелких краж и хулиганства, а после ограбления дачи генерала был отправлен на воспитание в спецучилище, где провел 1,5 года. Он скончался в 23 года от сердечной недостаточности.